Привет, друзья! И в менее напряженные моменты нашей жизни мы часто теряем мотивацию. Но сегодня, мне кажется, эта тема актуальна как никогда. В этом видео я хочу поделиться с вами способами реанимировать свою мотивацию к изучению русского языка. Я расскажу вам про 11 методов, которые я нахожу наиболее эффективными, а также в конце дам бонус. Расскажу вам про секретную зарядку для мозга. Так что досмотрите это видео до конца. Если оно вам понравится, пожалуйста, поставьте мне лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал. Это лучший способ поддержать меня и мой проект. Первое. Вспомните, почему вы начали. Что вдохновляло вас в начале пути? Может быть, вам хотелось общаться по-русски с любимыми людьми? Может быть, вам хотелось понимать, о чем между собой говорят ваша жена и ваш ребенок? Может быть, вас интриговала русская культура, и вам хотелось поближе с ней познакомиться? Воссоздайте этот образ в своей голове. Представьте, как вы будете себя чувствовать, если вы не бросите сейчас и продолжите двигаться к своей цели. И как вы будете себя чувствовать, когда вы до нее дойдете. А вы обязательно до нее дойдете. Нам очень важно иметь в голове такую картинку, которая будет помогать нам двигаться вперед. Если у вас такого образа пока что нет, то обязательно создайте его для себя. Приведу вам личный пример. Например, я мечтаю, что однажды поеду в Барселону в языковую школу. В языковой школе обязательно будет экзамен на уровень языка. Так вот, меня невероятно мотивирует образ в моей голове, что меня на этом экзамене похвалят и определят в сильную группу. Вот такая мелочь, но она меня двигает вперед даже сильнее, чем возможность общаться по-испански с людьми. Я не вступаю с собой в дискуссии о рациональности такой мотивации. Мне главное, что она у меня есть и что она действительно толкает меня вперед. Так что поймите, что это может быть для вас, какой образ будет вас мотивировать и вдохновлять. Может быть, вы представите себя сидящим за большим столом с вашими друзьями и близкими и представите, как вы свободно общаетесь с ними по-русски. Или, может быть, вас вдохновит образ вас, сидящим в кафе и читающим в оригинале Анну Каренину. Это может быть все, что угодно, и не обязательно это должно быть что-то большое и глобальное. Это может быть любая мелочь, главное, чтобы она вдохновляла именно вас. Второе. Возьмите паузу. Да, вот так. Не нужно себя мучить. Иногда нам действительно нужно взять перерыв. Русский язык никуда не убежит, если вы не позанимаетесь им 3 дня или даже неделю. Отдохните. Несколько дней не подходите к учебникам, не открывайте приложения, не слушайте подкасты, не смотрите даже фильмы на русском языке. Полностью дайте себе отдохнуть. Иногда соскучиться – это очень полезно. И вы увидите, что ваша мотивация вернется. Ну а вообще, следите, пожалуйста, за своим физическим и моральным состоянием. Очень трудно ожидать от себя каких-то великих достижений, если вы не выспались, если вы неправильно питаетесь, ведете нездоровый образ жизни, мало двигаетесь. Между движением и нашей эффективностью есть прямая связь. Когда в нашей жизни движения мало, у нас возникает апатия, упадок сил, депрессия и потеря мотивации. Физические упражнения, напротив, улучшают нашу память и эффективность обучения. Не обязательно ходить в спортзал. Танцы, прогулки на свежем воздухе, плавание, йога, пилатес. Найдите то, что подходит вам. Поэтому высыпайтесь, ешьте здоровую еду и двигайтесь. И вы увидите, как уровень вашей мотивации вырастет. Третье. Найдите свое идеальное время для учебы. Друзья, серьезно, учитесь, когда вы еще не устали. Сколько людей попадаются в эту ловушку собственных обещаний? Я приду с работы и обязательно позанимаюсь русским. Есть огромная вероятность, что не позанимаетесь, если вечером вы неэффективны, если вы устали. Важно найти ваше наиболее продуктивное время для учебы. Мы все разные, у каждого оно свое.
Я, например, наиболее эффективна утром, у меня наиболее свежая голова с утра. И плюс мне очень важно, что я с утра позанималась, и мне не нужно весь день мучиться и держать в памяти так, мне нужно не забыть позаниматься испанским в моем случае. Так что поэкспериментируйте и найдите наиболее подходящее время для учебы для вас. Четвертое. Поменяйте обстановку. Обстановка, в которой вы занимаетесь, очень важна. Она должна располагать к учебе, она должна вас мотивировать. Вам должно быть комфортно, удобно, уютно. Очень важно в своем доме создать разные зоны. Зону, где вы только работаете и учитесь, и зону, где вы отдыхаете. Для нашего мозга это чрезвычайно важно. И это возможно сделать даже в самом маленьком пространстве. У меня дома, например, есть 2 стола. За одним я только работаю и учусь, за другим ем и отдыхаю. И я не смешиваю эти 2 места. Это звучит очень просто, но я прошу вас, попробуйте, и вы увидите, насколько это влияет на вашу эффективность. Также, если есть возможность, выйдите на улицу. Попробуйте поучить слова, пока вы идете. Вы удивитесь, насколько легче вам будет их запомнить. Пятое. Ставьте микроцели. Не нужно садиться за учебу с мыслью «сегодня я выучу весь русский язык». Не выучите. Зато вы сможете выучить 10 новых слов, прочитать небольшую статью, сделать 2 грамматических упражнения, послушать 15 минут подкаста, пообщаться с языковым партнером на русском языке. Ставьте себе микроцели. Неделя пройдет так или иначе. Вопрос в том, будете ли вы к воскресенью знать, например, на 30 слов больше, или лучше разбираться в этом трудном грамматическом концепте. Именно поэтому я все свои курсы делю на небольшие дни и предлагаю своим ученикам сделать только несколько грамматических упражнений, посмотреть небольшое видео, послушать или прочитать небольшой текст. Двигаясь такими маленькими шажками, вы вернее придете к своей цели, чем если будете пытаться объять необъятное. Шестое. Подготовьте ресурсы заранее. По-моему, нет ничего более демотивирующего, чем не знать, с чего начать и в каком направлении двигаться. Поэтому вам нужно иметь план, вам нужно подготовиться заранее. Купите учебник, купите курс, найдите подкаст, который будете слушать, найдите текст, который будете читать. Сделайте это заранее, чтобы когда вы сели заниматься, вам не нужно было тратить время, которое вы выделили на учебу. Ну и, конечно, один из самых эффективных способов – это найти себе преподавателя. Смысл преподавателя не в том, что он или она знают все на свете. Смысл в том, что преподаватель может помочь вам дойти до места, к которому вы стремитесь. Если хотите, преподаватель – это человек, который хорошо знает карту местности. Потому что язык – это не хаос. Язык – это довольно структурированная система, и есть определенный, довольно четкий порядок, в котором нужно изучать, скажем, грамматические темы. Глупо изучать, например, глаголы движения, если вы не знаете, что такое падежи. Бесполезно пытаться читать новости на русском сайте, если вы не знаете, как изменять род прилагательных, например. Учитель же может провести вас к вашей цели наиболее эффективно. Если найти учителя в данный момент это не ваш вариант, то просто подготовьтесь заранее. На моем сайте russianfromtheheart.com есть бесплатный PDF-файл, в котором я расписала все темы, которые нужно знать на определенном уровне владения русским языком. Скачайте PDF, это бесплатно, и я думаю, что вам он поможет понять, в каком вообще направлении вам нужно двигаться и что вам нужно изучать. Но повторюсь, как только у вас появится возможность, найдите себе преподавателя, потому что здесь есть еще 2 скрытых мотивации. Это обязательство перед другим и деньги. Например, я занимаюсь испанским языком с преподавателем 2 раза в неделю. То есть каждый понедельник и четверг в 9 часов утра у меня урок по скайпу. И поверьте мне, я далеко не каждый раз бегу на него с огромным энтузиазмом.
Очень часто мне вообще не хочется туда идти, потому что я хочу спать, или у меня много работы, много дел. Но у меня есть обязательства перед моим преподавателем. Мне неудобно его подвести. Я, в конце концов, заплатила за эти уроки, и если я просто не приду, то преподаватель имеет полное право и должен это сделать. Он засчитает урок как состоявшийся, я потеряю деньги. Человеческая психология так работает, что нас мотивирует то, за что мы заплатили. И, кстати, когда я прихожу на урок, к концу я обычно очень довольна, что я это сделала, потому что у меня поднимается настроение, моя мотивация разгоняется, потому что правильно говорят, что главное начать. 7. Уменьшайте время работы, но проводите его более эффективно. В детстве я училась играть на пианино. И у меня было задание. Каждый день мне нужно было 1 час заниматься игрой на пианино. Но, разумеется, я не стучала по клавишам все 60 минут. Нет. Я играла один воспроизведение, потом садилась, смотрела по сторонам, листала ноты, смотрела на часы и ждала, когда 60 минут закончится. Не надо так делать. Ставьте себе задачи, выполняйте их и будьте свободны. Если вы можете выучить 10 слов или прочитать текст за 20 минут, то учите слова, читайте текст и идите. Не нужно докидывать себе дополнительных заданий, не нужно досиживать ровно 60 минут только потому, что кто-то вам сказал, что русским нужно заниматься час в день, и только тогда вы его выучите. Не надо так. Сделал дело, гуляй смело. Поверьте, вам будет хотеться вернуться к русскому языку на следующий день и на следующий. И опять же, эта наука маленьких шагов приведет вас к желаемому результату. Также не забывайте про всем известное правило помидора. Вы берете таймер, ставите его на 20-25 минут, сколько вам нужно. И работаете эти 20-25 минут, не отвлекаясь больше ни на что. Потом таймер зазвенит, и вы делаете 5-минутный перерыв. И вот таких вот помидоров вы можете сделать несколько. Но очень важно, что эти 20 минут вы посвящаете только изучению русского языка. Ну и, друзья, давайте будем взрослыми людьми. Не отвлекайтесь, пожалуйста, на социальные сети и на сайты. Я, например, захожу в Инстаграм свой утром, потом выхожу из него и весь день вот не трогаю. Так что будьте ответственны, пожалуйста. Будьте ответственны за то, как вы проводите свое время. 8. Делайте то, что вам сейчас интересно. Если сейчас у вас не учится грамматика, не учите. Лучше послушайте подкаст, почитайте книгу, посмотрите фильм в конце концов. Очень часто мы теряем мотивацию и начинаем прокрастинировать, когда задача, которую нам нужно решить, кажется нам слишком сложной или слишком непонятной. Я не призываю вас никогда не учить грамматику. Вы знаете, что я, наоборот, очень сильно выступаю за то, что грамматика, особенно в русском языке, важна и нужна. Но если грамматика у вас не учится сегодня, ну и бог с ней. Оставьте ее в покое, сделайте то, что вам доставляет удовольствие, и все равно это принесет вам больше пользы и продвинет вас вперед, чем если вы просидите, уставившись в книжку или в экран, и ничего не сделаете. А на следующий день с новыми силами вы уже сможете взять эту высоту. 9. Погрузитесь в среду и культуру. Очень трудно сохранять мотивацию к чему-то абстрактному. Я хочу выучить русский язык, как раз такая очень абстрактная цель. Но если вы сделаете русский язык частью своей повседневной жизни, то это вас очень здорово смотивирует. Начните смотреть русский сериал. Сходите на балет. Сходите, в конце концов, в русский магазин. Если вы живете в Нью-Йорке, съездите на Брайтон-Бич. Убедитесь, что русскоговорящие люди существуют не только на страницах вашего учебника. Они действительно ходят по земле, ходят в магазины, общаются между собой и действительно используют для этого русский язык. Когда русский язык и русская культура станут частью вашей жизни, вам не нужно будет спрашивать себя, почему я это делаю. 10.
найдите себе языкового партнера. Друзья, мы все взрослые люди, и, наверное, все согласятся, что самый эффективный способ выучить любой язык – это когда у тебя появляется парень или девушка, которые говорят на этом языке. Но даже если это не ваш случай, то вы всегда можете найти себе группу единомышленников. Для очень многих людей изучать язык в группе – это веселый, эффективный и интересный способ. Если это ваш случай, найдите себе групповые уроки русского языка. Я, кстати, собираюсь организовать свои собственные групповые занятия, так что если вы хотите изучать русский язык со мной, то, пожалуйста, заполните форму, которая будет в описании к этому видео, и я отвечу вам и расскажу обо всех деталях. Также очень хороший способ – это найти себе языкового партнера. Это значит, что человек, который говорит по-русски, изучает ваш язык, ну, скажем, английский, а вы изучаете русский. И вы договариваетесь, что полчаса вы будете говорить на английском, полчаса на русском. И, допустим, вы будете общаться в каком-нибудь из мессенджеров раз в неделю, 2 раза в неделю. Это вы решаете между собой. Это тоже очень классный, очень эффективный способ замотивировать себя изучать язык. 11. Посмотрите, как много вы уже достигли. Очень часто нам всем кажется, что мы топчемся на месте и у нас нет никакого прогресса. Но очень часто это совсем не так. Попробуйте провести такой эксперимент. Найдите текст, найдите видео, которое вы читали или смотрели, ну, скажем, полгода назад. И перечитайте, пересмотрите их. Будет ли вам так же сложно, как было полгода назад? Я думаю, что нет. Именно это и есть показатель вашего прогресса. Я уверяю вас, когда вы увидите, какой большой путь вы уже прошли, это очень сильно замотивирует вас двигаться вперед. Ну а теперь обещанный бонус. Я расскажу вам про зарядку для мозга. Она поможет вам войти в режим суперэффективности и достигнуть максимальных результатов в работе и в учебе. Зарядка для мозга состоит из нескольких этапов. Каждый этап длится буквально несколько минут. В целом вся зарядка занимает до 40 минут, но если у вас такого времени нет, то, конечно, все можно сократить. Главное – делать. Смысл зарядки для мозга в том, что вы делаете вещи, которыми в обычной жизни вы не занимаетесь. Итак, рассказываю, что и в каком порядке нужно делать. Вы встали утром, выпили стакан воды, и первый шаг – это физическая активность. 5 минут вам нужно позаниматься спортом. Это могут быть танцы, это может быть йога, растяжка, какие-то физические упражнения. То есть вам нужно пробудить свое тело. После этого нужно послушать классическое музыкальное произведение. Потому что слушать классическую музыку – это отличная тренировка для нашего мозга, и это довольно непростая работа. После этого нужно прочитать страницу или несколько страниц какого-нибудь произведения литературного. Не нужно, конечно же, читать бульварный роман, это должно быть что-нибудь более сложное, какое-нибудь классическое литературное произведение. После этого нужно выучить несколько слов на иностранном языке. Потом мы должны решить задачку. И тут нужно выбрать правильную задачку. Если вы, например, работаете в финансах или вы математик, и с математическими задачами вы работаете ежедневно, то вам нужно решить, например, языковую задачку. Если вы, как я, лингвист, и к математике никакого отношения не имеете, то решите какую-нибудь не очень простую математическую задачу. Ну, для школьников, разумеется. Таким образом, наш мозг начинает работать более активно. Ну и последним пунктом зарядки для мозга является холодный душ. Но тут я вас предупрежу, пожалуйста, действуйте с осторожностью, проконсультируйтесь с врачом, насколько вам можно принимать холодный душ или нельзя. Может быть, какое-то, не знаю, обливание прохладной водичкой. Все это очень хорошо пробуждает наш мозг. И после того, как вы сделали эту зарядку,
Ваш мозг включен и готов быть наиболее эффективным и готов достигать прекрасных результатов. Так вот, почему бы вам не сделать русский язык частью входа в режим суперэффективности? Вы читаете книгу? Прочитайте ее на русском языке, одну страницу. Учите 5-10 русских слов каждый день. Представьте себе, через 7 дней вы будете уже знать на 35 слов больше, чем сегодня. По-моему, прекрасная мотивация. Вот так, друзья. Вот что я думаю по поводу того, как нам вернуть к жизни нашу мотивацию. И это, мне кажется, работает и с русским языком, и с другими вещами, которыми мы занимаемся в жизни. Мне будет очень интересно послушать ваше мнение. Согласны ли вы со мной или, может быть, нет? Может быть, у вас есть свои способы возвращения и усиления мотивации. Пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. Если видео вам понравилось и было полезно, не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на мой канал. Вот и все на сегодня. Спасибо. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.